Турецкие сериалы вновь доказали, что способны покорять международные рынки. На крупнейшей телевизионной выставке МИПКОМ 2025 в Каннах особое внимание привлекли проекты «Эшреф Рюя», «Узак Шехир» и «Велиахт», которые стали самыми востребованными среди зарубежных покупателей. «Эшреф Рюя» и «Узак Шехир» также стали самыми дорогими сериалами, каждая серия из которых была продана за $650 тысяч. Каждая серия «Велиахта» была продана за $550 тысяч. В целом, самая низкая цена за серию представленных на выставке турецких сериалов составила $200 тысяч. Эти продажи подтверждают высокое качество и международную привлекательность турецких драм. Однако за яркой витриной продаж скрываются суровые реалии производства, высокие бюджеты, риски финансовых потерь и давление рейтингов. Суммарно на турецких телеканалах в этом сезоне будет представлено больше 30 сериалов, общие расходы на одну серию которых близки к 1 миллиарду турецких лир или 23 миллионам долларов. Самым бюджетным проектом этого сезона является еще не вышедший на экраны сериал «Аби». Каждая серия обойдется почти в $1 миллион. При этом главные актеры Кенан Имирзалыоğlu и Афра Сарачоглу получат за серию около $100 тысяч и $60 тысяч соответственно. Следующими по затратам идут «Ашк ve Göz Yaşı» с бюджетом на серию около $640 тысяч и «Эшреф Рюя» с $620 тысячами. Основные затраты сериалов составляют гонорары главных актеров. Барыш Ардуч получает за серию $83 тысячи. При этом актер получил сразу выплаты за 13 серий. Гонорар Чагатая Улусой составляет $70 тысяч. Демет Özdemir и Ханде Эрчет получают $47 тысяч за серию. При этом сериал с Хандой и Барышем является самым неприбыльным и низкорейтинговым сериалом сезона. Особое внимание заслуживает «Узак Шехир». Несмотря на то, что сериал уже второй сезон становится самым рейтинговым телевизионным проектом, главные актеры получают самые низкие гонорары в этом рейтинге. Озан Акбапа получает $35 тысяч, а Синем Унсал $23 тысячи за серию. Расходы на одну серию также ниже остальных сериалов и составляют $520 тысяч, что делает «Узак Шехир» самым прибыльным сериалом двух последних сезонов. Помимо низкого по сравнению с остальными проектами бюджета, а также высоких продаж, сериал получает наибольшую прибыль от турецких рекламодателей и отдельных спонсоров, появляющихся в сериях. В целом, из-за экономического кризиса в Турции доходы каналов от рекламы сократились, поэтому они могут оплачивать продюсерам работу с отсрочкой на 90 дней. То есть человек, который начинает работать над сериалом, может получить деньги за первую серию только после выхода 12-й. Один из продюсеров заявил, чтобы выдержать это, нужно иметь на руках 250-300 миллионов лир. В настоящее время выдержать такие тяжелые условия могут лишь 5-6 продюсеров. Поэтому основной финансовый стимул для создания сериалов – это продажи за границу, а также параллельная трансляция сериалов на цифровых платформах. К примеру, сериал «Эшреф Рюя» запрещено публиковать в открытом доступе на YouTube, потому что на следующий день после премьеры серия появляется на платформе HBO Max. Сериал «Крал Кайбедер» в свою очередь доступен только на Netflix. Продюсеры начали переходить на эту систему, чтобы хоть как-то покрывать расходы на серию. Поэтому если сериал не популярен за границей и недоступен на цифровых платформах, то ему нужно получать как минимум рейтинг 7, чтобы держаться на экране благодаря турецким рекламодателям. Из-за этого с января этого года по начало октября было снято с эфира примерно 32 сериала. Из-за кризиса в турецкой индустрии в стране начали производить низкобюджетные вертикальные сериалы, каждая серия которых длится всего 2 минуты. В проектах уже задействованы популярные турецкие актеры. Сразу отметим, что эти данные представлены известной журналисткой Müge Dagıstanlı Erdoğan, которая получила доступ к ним благодаря платформе МИПКОМ. Мы лично не можем получить доступ к такой информации, не имея аккредитации. В любом случае, эти данные публикуются каждый год благодаря Müge Dagıstanlı. Делитесь своим мнением в комментариях. Спасибо за просмотр.